Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на март 2026 года для водолеев. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы смотрели правильные прогнозы, чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. И теперь давайте поговорим о том, что же ожидает водолеев в марте 2026 года. Я напомню, что к марту вы приходите со скоплением планет в вашем первом доме гороскопа. То есть, по сути, наверное, где-то водолеи даже могли подустать, потому что первый дом — это дом тела, дом нас самих, поэтому водолеи немножко на виду, водолеи в гуще событий. И 1 марта Венера заходит в ваш второй дом гороскопа и будет там до 26 марта. В дом денег, речи, ресурсов, родительской семьи. И в принципе это логично, когда после длительных транзитов по первому дому гороскопа планеты начинают перемещаться во второй дом гороскопа, в дом ресурсов, потому что мы начинаем эти самые ресурсы подсчитывать и пытаться восстановить. Транзит Венеры по второму дому гороскопа как раз может быть тоже об этом, о том, что вы получаете какие-то средства, какие-то финансы в том числе, да, в виде пособий, в виде каких-то выплат, в виде иностранной валюты или еще каких-то платежей на ваш кошелек. Доходы от недвижимости, от транспорта, от мамы могут быть у кого-то из водолеев, но и внутреннее ощущение счастья будет очень сильно зависеть от того, сколько у вас есть денег и сколько у вас есть ресурсов. Вы можете просто-напросто ощущать себя психологически комфортно, либо некомфортно от того, сколько у вас этих денег. То есть вы можете прям чувствовать корреляцию. Кто-то из водолеев может в этот период продать, например, машину, либо какие-то украшения, какую-то одежду, что-то такое, и от этого получить деньги. В принципе, мы начинаем восстанавливать потихонечку ресурсы, когда идет Венера по второму дому гороскопа. Это период такого, может быть, даже улучшенного питания, улучшенного приема. То есть если у вас где-то режим нарушился, то вы можете как бы пытаться там режим восстановить, но это не контроль, это наоборот расслабленность, когда мы себе что-то позволяем, потому что мы себе до этого плохо позволяли. Украшательство может быть зубов, зрение, то есть очки какие-то, может быть, подбирать, на чистку зубов сходить, то есть заботиться о лице, в том числе косметика и все, что с этим связано. Но не исключено, что некоторым водолеям могут повысить зарплату, либо какую-то выплатят премию. 3 марта состоится лунное затмение в вашем седьмом доме гороскопа. Седьмой дом — это дом партнерства, брака, личной жизни, команд. Про затмение отдельное видео, естественно, будет о том, что ожидать в затмении, какие результаты, в каких градусах у кого будет затмение, какая символика, кого затронет, кого не затронет. Это будет отдельное видео, но в целом затмение в седьмом доме гороскопа дает перемены в партнерстве в ближайшие полгода. В партнерстве, в браке и личной жизни. Это команды, это коллективы, в которых мы состоим, это группы, в которых мы состоим. Поэтому это не только личная жизнь, но у партнеров, либо в партнерстве тоже могут происходить перемены в ближайшие полгода. С 14 марта по 14 апреля Солнце зайдет во второй дом гороскопа. Солнце тоже подтверждает кардинальные перемены в партнерстве, либо смену команды, либо смену статуса в партнерстве. То есть не были в отношениях, начались отношения, были в отношениях, перешли на новый уровень, там помолвка и так далее, и так далее. То есть что-то, а вообще вот эти транзиты Солнца, Венера в первом, втором доме гороскопа, они могут давать тоже какие-то громкие события в личной жизни, либо события познакомиться тоже. Транзиты на знакомство могут быть даже вот до 1 марта.
Во втором доме гороскопа Солнце может давать и разлуку, помимо кардинальных перемен в личной жизни, и разлуку в личной жизни. Но что еще во втором доме гороскопа Солнца? Конечно, траты. Такие вот траты необдуманные. Иногда очень хочется что-то купить подороже, по брендирование, то есть что-то, что вы себе обычно не позволяете. Вот когда очень хочется дорогой телефон, или очень хочется дорогую машину, или очень хочется дорогую сумочку, дорогое платье, дорогое вот что-то дорогое, что обычно себе вы не позволяете. То есть у каждого свой уровень, но такое может быть, когда Солнце пойдет по второму дому гороскопа. Плюс, опять же, прием витаминов, восстановление энергии. Солнце про это. Солнце что-то проясняет про наш уровень энергии, про наши финансы, про наше состояние финанса и про нашу родительскую семью. 19 марта будет в этом же втором доме гороскопа новолуние. И новолуние во втором доме гороскопа может давать новый источник дохода. У кого-то зарплату, повышение, какую-то премию, если вот вы работаете в найме. Потом может давать новую работу, то есть новый источник дохода — это новая работа. Если кто-то ищет работу, то может устроиться в этот период на работу. Может быть назначение какого-то пособия, назначение какой-то выплаты. Очень мелкие бывают по новолунию события, вообще бывают очень мелкие, которые вы можете даже не заметить. То есть что-то попробовали впервые, да, заказали себе какие-то витамины для восстановления энергии, тоже может быть новолуние, какое-то новое событие в родительской семье тоже может быть по этому новолунию. 20 марта Меркурий выходит из ретроградного движения в вашем первом доме гороскопа, и Меркурий у нас 26 февраля был в ретроградности, то есть мог откатить назад какие-то события, какие-то решения, какие-то, может быть, ваши попытки в чем-то. И вот тут у нас речь идет в первую очередь о вас самих. Меркурий был ретроградным в вашем первом доме гороскопа, связанным с вами, с вашим имиджем, с вашей внешностью, с вашей репутацией, с тем, что о вас знают другие, что о вас говорят. И вот этот выход Меркурия из ретроградного движения может поменять какую-то легенду того, что о вас говорят или что надо знать о вас, что вы рассказываете и что вы рассказывали. То есть, может быть, вы хотели, чтобы про вас знали вот это, а потом у вас обстоятельства поменялись, вы будете рассказывать вот это. То есть, как бы смена такая направления в том, что вы будете транслировать о себе другим, вот во внешний мир. Если вы ходили до этого на собеседование и, например, там думали, что вы устраиваетесь уже на работу, то Меркурий может дать повторные походы какие-то на собеседование. То есть рассказывать о себе, может быть, на собеседованиях, на выступлениях каких-то и так далее. С 26 марта по 19 апреля Венера зайдет в третий дом гороскопа, и в третьем доме гороскопа Венера дает указания на поездки, на командировки, на оформление документов, на недвижимость, транспорт для мамы, на маму, на то, что какие-то госорганы могут у вас запрашивать какую-то информацию, либо присылать вам какую-то информацию. Может, руководитель запрашивает, но мы не говорим про рабочие процессы, мы говорим именно то, что руководитель может вызвать вас на какой-то разговор, какой-то вот перспективный, да, который проясняет вашу перспективу, рабочую в том числе. Может быть, вам там учитель какой-то тоже может давать какие-то, вызывать на какой-то разговор, там итоги какие-то подводить. Отец ваш тоже может что-то, какую-то новость сообщать. То есть от госорганов, от отца, учителя, руководителя могут поступать какие-то новости, какая-то информация, какие-то письма, может быть, и так далее. Ну и оформление документов тоже в госорганах, оформление на недвижимость, транспорт, на маму, и поездки, плюс такой флирт в командировках, какие-то влюбленности в командировках, могут быть какие-то романтические переписки. И Венера в третьем доме — это, в принципе, время для того, чтобы уделить внимание хобби, заняться каким-то рукоделием. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на март 2026 года для водолеев. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.